Кто убил бесланских детей 17 лет назад? Бандиты, борцы за независимость или чиновники и интриганы? Юрий Дудь в своем фильме про Беслан утверждает, что во всем виноваты те, кто не остановил террористов на подъездах к городу, кто не перекрыл дороги, кто не организовал переговоры с бандподпольем и руководителями Ичкерии Шамилем Басаевым и Асланом Масхадовым. Справедливы ли эти утверждения, или Дудь лукавит и отказывается понимать простые вещи, доступные любому маломальски сведущему человеку? Ведь был Буденновск, где мирные переговоры с бандитами привели к десятилетию разнузданного террора по всей стране. Был Нордост в самом сердце России, где тоже были переговорщики. И что? Так можно ли было разговаривать с захватчиками Бесланской школы? Выполнимы ли были их требования? Или теракт в маленьком североосетинском городке был актом безумного отчаяния, злобной, слепой, но бессильной местью, которую вылили на беззащитных детей? Мы попытались проследить весь путь трагедии в Беслане, начиная с событий десятилетней давности, когда в Чечне прозвучали первые залпы долгой и жестокой войны. «2020-й. Мечеть – сердце Чечни. Призыв на намаз, азан, звучит едва ли не на всю столицу. На традиционную мусульманскую молитву собирается половина города. По религиозным канонам она читается 5 раз в день. Верующие возносят к Аллаху просьбы о мире и благополучии для родных, близких, родной республики и всего мира». Сегодня центр Грозного – это процветающий яркий уголок, настоящий сад, который сложно представить даже для городов-миллионников центральной части России. Восстановить все это удалось меньше, чем за 17 лет, с момента, когда на этом месте все было разрушено почти до основания, где шли основные интенсивные боевые действия. Тот же центр города. Первая чеченская война. Вместо садов – пыль, грязь, разруха и смерть, смотрящая на солдат федеральных сил через прицел автоматов и РПГ. Самонациональность, русский, была практически смертным приговором. Тогда Чечня на весь мир объявила себя независимой. Ее лидер, бывший советский генерал Джохар Дудаев, заявлял, что новая республика Ичкерия готова драться с Россией за свою самостоятельность. Но развязанная им война пережила своего создателя и стала долгим гостем на Северном Кавказе. В 1996 году Джохара Дудаева взрывают ракетным ударом. К власти приходят новые люди. В политике они закалены не так сильно, как их предшественники, зато знают толк в войне. Зелимхан Яндербиев – террорист, один из лидеров движения чеченских сепаратистов. После смерти Джохара Дудаева исполняющий обязанности президента самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия. Ликвидирован в 2004 году в Дохе. Аслан Масхадов – один из лидеров движения чеченских сепаратистов, создатель вооруженных сил самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия. Президент ЧРИ с января 1997-го. Убит в марте 2005 года. Их управление все больше напоминает банальный бандитизм, а к политическим идеям начинают примешиваться ваххабитские лозунги под черными флагами. Окончательному разгулу беззакония, публичных расстрелов и преступлений против своих же чеченцев способствуют Хасавюртовские соглашения 31 августа 1996 года, или проще перемирие. В России тогда были президентские выборы, и война была ненужной информационной помехой. В это время, наравне с политическими лидерами Ичкерии, в полный рост вырастают фигуры фактических хозяев республики, профессиональных солдат, террористов и наемников.
Хаттаб или Амир ибн аль-Хаттаб. Настоящее имя – Самер Салех ас-Сувилем, арабский террорист-наемник. Воевал против советских и российских сил в Афганистане, Таджикистане. По некоторым данным, участвовал в конфликтах в Нагорном Карабахе и Боснии и Герцеговине. С 1995 года один из лидеров чеченских боевиков, заказчик ряда громких терактов в России. Руководил нападением на Дагестан в 1999 году, чем спровоцировал начало Второй чеченской войны. Ликвидирован в 2002 году. Шамиль Басаев, он же Абдаллах Шамиль Абу Идрис, террорист, один из лидеров движения чеченских сепаратистов, один из руководителей самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия, заказчик ряда громких терактов в России, в том числе захвата театрального центра на Дубровке, более известного как захват Нордоста, захвата школы номер 1 в Беслане, взрыва на стадионе «Динамо» в Грозном, взрыва на рок-фестивале «Крылья» в Тушино, подрыва 2 пассажирских лайнеров Ту-134 и Ту-154. Командовал штурмом Грозного 6 августа 1996 года. Также руководил нападением на Дагестан в 1999 году, чем спровоцировал начало Второй чеченской войны. До момента ликвидации в 2006 году считался террористом номер 1 в России и самым разыскиваемым преступником. Они контролируют финансовые потоки, отряды боевиков, подчиняют себе добычу и переработку нефти, главного источника денег для закупки оружия. Для них годы перемирия становятся золотым временем. Повсюду на Северном Кавказе создаются тренировочные лагеря, в республику съезжаются эмиссары из 71 страны, среди которых также представители международных террористических группировок, арабские наемники, инструкторы и проповедники-ваххабиты. Вместе с вооруженными бандитами по территории Чечни все шире расползается и экстремистская идеология. Еще немного, и под боком у России появится уничтожающая ее черная раковая опухоль – собственный Исламский Эмират. Единственный, кто нашел в себе смелость выступить против новых порядков – богослов, муфти Ичкерии, сторонник традиционных взглядов на ислам Ахмад Кадыров. Сторонник Дудаева, пост духовного лидера он занял еще при жизни первого руководителя сепаратистов. Кадыров искренне верил в идеалы их движения, но чем ближе был конец столетия, тем больше он расходился во взглядах с новой властью. В 1998 году он объявляет ваххабизм, по сути уже официальную идеологию руководства Ичкерии, вне закона. Параллельно Кадыров пытается перехватить власть в республике, но неудачно. Масхадов объявляет его врагом народа, подлежащим уничтожению. Кадыров остается практически в одиночестве. Переломным становится 1999 год. Хаттаб и Шамиль Басаев хотят установить свою власть еще и над Дагестаном. 7 августа они вторгаются в соседнюю республику с отрядами боевиков, нападают на города, села, сотрудников милиции. Постепенно в ряды террористов вливаются заранее подготовленные многотысячные отряды на территории самого Дагестана. Но операция проваливается по всем фронтам. Местное население оказывает отчаянное сопротивление исламским фундаменталистам. На помощь дагестанцам приходят и федеральные силы, которые вытесняют боевиков обратно. Начинается Вторая чеченская война. Ахмад Кадыров к тому времени практически находился в изгнании на территории Гудермесского района. Эту территорию контролировали его соратники, братья Ямадаевы. Кадыров уже совершил хадж, паломничество в Мекку, после чего получил почетную приставку к имени – Хаджи. Его взгляды на развитие Чечни серьезно трансформировались. Он понял, что республике нужен мир. Именно республике, ее жителям, а не ваххабитским властям. А независимость – кровавая утопия, служащая убийству собственного народа. Ахмад Хаджи принимает единственно верное решение, разрывающее почти все его связи с прежней жизнью. Согласие, законность, дружба между различными народами нашей огромной страны. Ислам Хатуев, первый заместитель генерального директора мемориального комплекса славы имени Ахмата Кадырова, член Общественной палаты Чеченской Республики, член Федеративного совета Союза журналистов России, член Союза писателей России, заслуженный журналист Чеченской Республики.
Важно, чтобы подрастающее поколение понимало, что путь благополучия, путь развития республики, региона, он может заключаться только вот в этом. Эти слова сегодня звучат по всей республике, в том числе на площадке мемориального комплекса имени Ахмата Хаджи Кадырова. Современные чеченцы еще помнят тот ужас, который творился в 90-х и нулевых. Разрушенный город, стрельба. Помнят они и то самое решение Ахмата Кадырова, принятое в изгнании. В 1999 году муфти обращается за помощью к Москве. В качестве доказательства лояльности уговаривает города и села дружественного ему Гудермесского района мирно перейти под контроль российских властей. В Кремле этот шаг высоко оценили, и уже 12 июня 2000 года Кадырова назначают главой администрации Чечни. Ему сразу подчиняется республиканское МВД, которое совместно с федеральными войсками начинает выдавливать бандитов с равнины. Информационным каналам говорят, вот операция там Подкова, вот мы сделаем так и вытесним их в Чечню. А опять хотят сделать так, чтобы вот в Чечне бандитизм, терроризм, сепаратизм. А нельзя ли вообще сделать кольцо, уничтожить их вообще там? Зачем вытеснять? Да? Зачем куда-то вытеснять, а потом ждать, пока они вырастут снова, опять куда-то заползут. Это такая болезнь, которую надо отрезать и закопать в землю. Едва не образовавшуюся опухоль начинают лечить интенсивным огнем. Авиаудары, артиллерия, уверенное продвижение сухопутных сил и бронетанковых войск. Больше никаких договоренностей с террористами. Как таковая, Ичкерия, органы власти непризнанной республики объявляются вне закона. Начинается охота за всеми действующими лицами сепаратистского движения. Хаттабом, Шамилем Басаевым, Русланом Гилаевым, Асланом Масхадовым, Зелимханом Яндарбиевым. Новым театром военных действий становятся не города, а горы. Горы – это вообще, наверное, у любого горца это его колыбель. Он, в принципе, там вырос, он оттуда выходит. И очень много случаев из истории, еще со времен Чингисхана, греков, потому что здесь и греки были. Чеченцы всегда уходили в горы. И это было единственное место, где они могли спасаться. Аргунское ущелье. Место, на которое можно смотреть бесконечно, хоть в солнечную, хоть в дождливую погоду. Одно из красивейших мест Чечни, которое еще 20 лет назад звучало исключительно в негативном свете. Тут и там вспыхивали кровопролитные бои между террористами и федеральными силами. Сегодня, в наши дни, русские и чеченцы встречаются здесь исключительно, чтобы пожать друг другу руки и вместе почтить память погибших в тех событиях. Окрестности села Улускерт. Высота 776. Кто не знает этого места, случайно его никогда не найдет. Чтобы возложить цветы к одинокому поклонному кресту на живописной поляне, нужно около получаса проехать по горным серпантинам. Впрочем, цветы здесь и так почти не увядают. Еще жив в памяти местных знаменитый подвиг 6-й роты 104-го полка ВДВ. 90 человек остановили 1500 боевиков одного из главных бандитских командиров Хаттаба. Тут какая местность, вы видите, это местность. Султан Читамиров, ветеран ВДВ. И, в принципе, тут, чтобы, скажем, провести боевые действия, это равносильно смерти подобно. Почему? Потому что вы видите кругом лесной массив и превосходящие силы, это, конечно же, говорят сами за себя. Плюс силы, которые хорошо знают эти горы. Знают эту местность, и инструктора, которые всегда планировали вот эти спектакли на территории как России, так и за рубежом. В конце февраля 2000 года, после взятия федеральными силами Грозного, а позже Шатоя, большая группа боевиков Хаттаба вырвалась и попыталась уйти в направлении Улускерта, где и столкнулась лицом к лицу с 6-й ротой 104-го полка ВДВ. Самый кровопролитный бой произошел на этом самом месте. Из 90 десантников выжили лишь 6. Но бандиты понесли куда более тяжелые потери. Это сражение обескровило отряды боевиков и рассеяло их по горам. Вернуться оттуда на равнину они уже не могли. Для новой республики они навсегда превратились в изгоев. В 2003 году Чечня окончательно декларирует путь мирного сосуществования вместе с русскими. В марте почти 96% жителей республики голосуют за новую конституцию, где их малая родина остается в составе России.
В октябре на выборах президента Чеченской Республики с результатом 80% побеждает Ахмат Кадыров. В день референдума была огромная радость, люди очень радовались. Луиза Сайтаханова, общественный деятель, участвовала в организации чеченского референдума 2003 года. Награждена медалью за заслуги перед Чеченской Республикой. Были всякие мероприятия, праздничные мероприятия были, все. И после референдума уже как-то началась какая-то основная, главная какая-то ступень жизни республики. Ощущение праздника, да, вот был праздник, можно сказать, был праздник. Убеждать голосовать Луизе Сайтахановой приходилось и тех, кто еще вчера держал в руках оружие, стрелял в русских солдат, а то и в своих же братьев, чеченцев. Благодаря политике Кадырова многие из бывших боевиков получили второй шанс, и за него они проголосовали. Амнистия, он добивался амнистии Ахмата Кадыровой. Рустам Салгириев, проректор по воспитательной и социальной работе Грозненского государственного нефтяного технического университета. И это дало возможность многим людям, которые уже понимали, что Ахмат прав, что вот эта политика правильная, это дало возможность им, так скажем, участвовать в этом процессе. И, как говорится, работать на созидание, а не на разрушение. Праздник в честь успешного референдума был поистине всенародным. Республика, измотанная войной, начала подниматься из руин. Грозный, признанный ООН самым разрушенным городом мира со времен Второй мировой, торопился избавиться от печального звания. Но это здесь, на равнине, в горах же. Озлобленные, без денег, крупных сил и поддержки со стороны западных стран боевики вынашивали свои планы, свои идеи по будущему устройству Чечни и быстро перешли к действиям. В 2004 году по всей России прокатилась волна жестоких и подлых террористических актов. Взрывы в московском метро, нападение на Ингушетию. Хаттаба к тому времени уже нет живых. Убит спецслужбами с помощью отравленного письма. Всю ответственность за нападение теперь единолично берет на себя Шамиль Басаев. Но главной целью для него остается человек, который, по его мнению, предал Ичкерию – Ахмат Кадыров. Убрать его пытались неоднократно. Последняя попытка была в День Победы. Во время парада в Грозном под трибуны президента срабатывает взрывное устройство. От ран Кадыров умирает по пути в больницу. На самом деле это был день национальной трагедии. Люди были в шоке, во-первых, а потом уже осознали, какого человека они потеряли. И в-третьих, многие испугались за завтрашний день, потому что он был гарантом такого созидательного пути, и с его гибелью многие, так скажем, испугались, что все это может вернуться тот хаос, вернуться то есть все может пойти вспять. Ичкерийцы еще пытались перевернуть Северный Кавказ с ног на голову, посеять панику, смуту, разрушить хрупкий мир, едва выстроенный после 9 лет войны, заново взорвать весь регион. Словно воодушевившись после убийства Ахмата Кадырова, боевики собираются силами и планируют новую кровавую операцию, самый бесчеловечный и жестокий теракт во всей истории России. «1 сентября 2004 года. Об этой дате Надежда Куриева рассказывает нашей съемочной группе спокойно, почти без эмоций, будто проводит экскурсию. О событиях 16-летней давности она знает больше, чем кто-либо из гражданских. В тот день учитель истории школы номер 1 пришла на праздничную линейку вместе с 2 дочерьми и сыном и помнит, как их загоняли в спортзал выстрелами автоматов. Я стояла вообще там со своим 11 классом. Надежда Гуриева, директор объединения «Школьный музей» гимназии номер 1 имени Героев спецназа города Беслана, учитель истории, почетный работник образования и науки Российской Федерации, отличник народного просвещения, ветеран труда. С 1 по 3 сентября 2004 года была в числе заложников в спортзале, захваченной террористами школы. Я когда шум и выстрелы услышала, у моих детей просто за спиной эта морда боевика появилась с автоматом.
И я поворачиваю голову, здесь уже этот газ стоит, и вся вот эта масса людей, она вся бежит в здание школы. Отсюда, с этой стороны, закрыли ворота. Вверх постреляли, и народ погнали туда, куда нужно. Здесь народ-то был, бабы, дети и старики. Там мужчин, может быть, человек 30 всего. Больше 30 бандитов сразу взяли школу в кольцо. Этот захват они планировали несколько месяцев. В спортзал террористы загнали больше 1100 человек. Это учителя, родители, ученики. Много кто пришел с дошколятами. Несколько детских садов в Беслане не работали из-за ремонта. Дочери Надежды Гуриевой Ирине было 7 лет, когда она стала заложницей. Через, может быть, часа 2-2,5 нас стали минировать. Ирина Гуриева, тренер-технолог деятельного образования, логопед, куратор социальных проектов благотворительного фонда «Дети Марии». С 1 по 3 сентября 2004 года была в числе заложников в спортзале, захваченной террористами школы. Бомбы были как раз вот там, где была вот эта дорожка, была растяжка, которая вела сюда. Бомбы были вот на этой шведской стенке. И бомбы висели от кольца до кольца, прям такой, как гирляндой. Они висели, вот. И все было в людях. Почти сразу террористы требуют переговоров и высылают заложницу Ларису Мамитову с запиской. Там указаны фамилии парламентеров, президентов Ингушетии и Северной Осетии Зязикова и Дзасохова. Еще одна фамилия Рошайла вводит спецслужбы в тупик. Предполагается, что речь идет о детском докторе Леониде Рошале. Его и вызывают из Москвы к зданию школы. Лишь позже возникает версия, что имелся в виду бывший глава МВД России и экс-секретарь Совета безопасности России Владимир Рушайло. Ошибочным в записке был и номер телефона, оставленный в качестве контакта для переговоров. Дозвониться по нему не удается. Примерно через 5 часов в школе гремит взрыв. Подрывается смертница. По одной из версий, в отместку за то, что с боевиками вовремя не вышли на связь. По другой, из-за спора с главарем банды Русланом Хучбаровым об объекте захвата. Руслан Хучбаров, прозвище «Полковник», террорист, активный участник движения чеченских сепаратистов, один из ближайших сподвижников Шамиля Басаева, организатор ряда громких терактов в России, в том числе захвата театрального центра на Дубровке, более известного как захват Нордоста, нападения на город Назрань, захвата школы номер 1 в Беслане. Убит 3 сентября 2004 года в ходе штурма Бесланской школы. Сразу после инцидента террористы вновь выпускают женщину с очередной запиской, где указывают уже верный телефон. С Хучбаровым общаются профессиональные переговорщики, но добиться сдвига не удается. Главарь отказывается принять воду для детей и отпустить часть заложников в обмен на коридор для отступления. Результата удается достигнуть лишь на второй день, когда бывший президент Ингушетии Руслан Аушев добивается освобождения 24 человек, матерей с грудными детьми. Сразу же звучат требования. Остальных заложников террористы освободят лишь после признания независимости Ичкерии и вывода оттуда федеральных войск. После ухода Аушева террористы ужесточают условия заключения заложников, окончательно запрещают ходить им в туалет, есть и пить воду из-под крана под предлогом, что она отравлена. Людям приходится пить собственную мочу. Третий день тоже он был такой смутный. Мы сели, потому что это было рано утром, уснули. И, собственно, случился взрыв. Где конкретно был первый взрыв, я не видела, потому что я спала в этот момент. А когда я очнулась, уже все было выбито, все лежали, и там 2 ребят выбегали вот в эту дверь. 3 сентября. День штурма, который изначально не планировался. Люди обессилены и уже не реагируют на присутствие бандитов. Да и они сами, кажется, готовы к более активным переговорам и даже разрешают вывести тела убитых из-под стен школы. Но это не удается. Внезапно в 13:05 в спортзале раздается взрыв. Спустя полминуты еще один. Начинается стрельба и хаос. Много заложников погибает на месте от осколочных ранений. Часть во всеобщем беспорядке пытается убежать через двор. Бандиты расстреливают их в спины. Остальных, кто остался в спортзале, террористы или добивают, или уводят в другую часть здания. Боевики сказали, что после взрыва все, кто может идти, все, кто в состоянии, идем все в столовую. Мы шли по залу, тут было, лежали везде тела, фрагменты тел, все было в людях, и мы шли прям по ним. Потому что я боялась очень наступить. Мама говорит, давай, ты не найдешь здесь пол. Вот все вся эта земля, весь этот кафель был занят заложниками. Здесь тоже, везде было много людей, очень, я не знаю, под 200 человек, наверное, где-то.
Когда я сюда зашла, только в зал, здесь был один из участников этой банды, которого я увидела. Это был старший брат ныне сидящего в тюрьме Нурпаши. Речь идет о Ханпаше Кулаеве по прозвищу «Однорукий», убитом 3 сентября в ходе штурма, и его брате Нурпаше. Последний – единственный выживший террорист из числа захватчиков школы. Задержан при попытке смешаться с толпой заложников при побеге. Верховным судом Северной Осетии приговорен к высшей мере наказания. Ввиду моратория на смертную казнь Нурпаша Кулаев отбывает пожизненное заключение в колонии особого режима «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. И тут момент. Отскакивает решетка от крайнего окна. Решетки были изнутри, столовая же. И там мелькнула каска. Я говорю, там наши. Говорю, давайте. И вот те, кто был ближе, тут плиты стояли электрические. И кто был ближе, стали вылезать туда. Я Иришку по плитам провела. Уже ее спецназовец подхватил, там потащил. Я стою на подоконнике. И в это время выскакивает оттуда бандит с пулеметом. Это так называемый Ходов. И кричит, не выпускайте заложников. И стал стрелять. Вот эти вот следы от пули у меня за спиной сейчас. Это следы от пулемета, из которого он стрелял. Из-за того, что рука была ранена, пулемет ходил, он в меня просто не попал. Владимир Ходов, прозвище Абдулла. Единственный русский, а точнее украинский участник банды Руслана Хучбарова, уроженец города Бердянск Украинской ССР. Террорист Ваххабит, участник движения чеченских сепаратистов, участник ряда громких терактов в России, в том числе нападения на город Назрань, захвата школы номер 1 в Беслане. Убит 3 сентября 2004 года в ходе штурма Бесланской школы. Часть заложников, в том числе сама Надежда Ильинична, выбрались через окна столовой. Остальных эвакуировали уже когда спецназ несколькими группами ворвался в здание. Без жертв не обошлось и среди силовиков. В ходе штурма погибло 10 человек личного состава Центра специального назначения ФСБ России. Майор Андрей Вилько, сотрудник управления В Центра специального назначения ФСБ России. 3 сентября 2004 года первым проник в помещение столовой школы номер 1 в Беслане. Непрекращающимся огнем прикрыл остальных бойцов, дав им возможность занять точки внутри столовой и начать эвакуацию заложников. Погиб от ответного огня террористов. Посмертно награжден орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени с мечами. Лейтенант Андрей Туркин, позывной «Черкес», сотрудник управления В Центра специального назначения ФСБ России. Погиб 3 сентября 2004 года, закрыв своим телом упавшую на пол гранату в помещении столовой школы номер 1 в Беслане. Посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации. Оставшиеся боевики засели в подвале, куда несколько часов ни военные, ни спецназ не могли подобраться. И тогда приняли решение холостым зарядом выстрелить из танка. Загнали танк, и было сделано, я не знаю, сколько выстрелов, потому что в разных версиях говорят по-разному. Кто-то 3 говорит, кто-то 2 говорит, кто-то 1 говорит. Стреляли. Это я могу сказать точно. И вот только тогда удалось стену разрушить, чтобы туда проникнуть. Применение танков стало одним из спорных моментов среди теоретиков тех событий. Некоторые утверждают, что первые выстрелы из бронетехники прозвучали еще днем, и именно они спровоцировали подрыв бомб. Но с этим аргументом категорически не согласен Герой России, танкист Сергей Мыльников. Если бы стреляли по зданию осколочно-фугасным, у него разлет осколков максимально это 250 метров, а в радиусе 50 метров практически ни одной живой души не осталось бы. Сергей Мыльников, Герой России, танкист. Получил медаль за подвиг 9 августа 2008 года во время обороны Цхинвала. Помогая окруженным грузинскими войсками миротворцам, его экипаж подбил 6 единиц легкой бронетехники противника и 2 танка Т-72. После долгого боя в танке у Мыльникова кончился боекомплект. Сама техника получила 4 прямых попадания. Прорвать кольцо не удалось. Экипаж решил оставить машину. Позже, чтобы миротворцы все-таки могли выйти из окружения, Мыльников вернулся в танк и на полной скорости направил поврежденную и пустую машину на грузинские позиции, чем заставил противника в панике разбежаться. Это дало заблокированным военным возможность вырваться. Награду получил из рук президента России Дмитрия Медведева. Ты представляешь, если бы он влетел бы у тебя прям в эпицентр, да, спортзала и разорвался. Просто-напросто взрыв, стены обрушиваются и сверху крышей накрывают, и все. Там просто ничего не остается.
Заложницы Гуриева отрицают и версию о том, что взрывы произошли из-за обстрела гранатометами и пулеметного огня соседних крыш. По словам Ирины, все случилось еще до начала операции. О том, что устройства могли сдетонировать сами собой, говорил даже их внешний вид. Здесь, где вот мы сидели, стоял стул, на котором были смотаны батарейки изолентой, и к ним вели все вот эти провода от взрывчатки. По официальным данным, в результате теракта скончалось 333 человека. Дети, родители, сотрудники школы, бойцы ФСБ, спасатели. В числе жертв были и маленькие Вера и Борис Гуриевы. Вместе с остальными погибшими они сегодня покоятся на кладбище «Город Ангелов» на окраине Беслана. Его смотритель тоже один из тех, кто потерял ребенка во время атаки террористов. Здесь мой ребенок, мой любимый ребенок. Был с ней здесь, потом стал здесь порядок наводить. В общем, вот так и остался. Касполат Рамонов, смотритель кладбища «Город Ангелов». Ребята рассказывают, что возле ребенка бывало, я сидел там, меня снегом заваливало. Сейчас сколько времени вы проводите здесь на кладбище? За минусом сна. Все остальное время я здесь. На людях почти не бываю. Редко я куда-то уезжаю, выхожу. Сегодня Касполат вместе с добровольцами ухаживает за погостом, который хранит 266 имен. И тут же добавляет: уж лучше так, чем понимать, что твой ребенок вообще остался без своего места среди погибших. Мало кто знает, но есть в городе Ангелов еще одна, 267-я могила. Она находится здесь же, прямо под монументом. В маленьком братском захоронении лежат все те, кого никак не удалось опознать. Память о жертвах теракта теперь хранит не только кладбище, но и новая школа. На фасаде портреты погибших спецназовцев, внутри фотографии штурма. А сердце живой, современной первой школы не в приемной директора, а в музее памяти. Здесь есть вот такие уникальные совершенно экспонаты. Я, опять же, экспонатами называть их, у меня язык всегда не поворачивается. Ну, все знают, что это такое. Да? Это обычное пасхальное яйцо. Первой Пасхи его выпустили это яйцо, и они именные. Посмотрите, здесь сзади написано «Моли Бога и имя ребенка». Вот 186 деток у нас погибло, 186 деток, вот таких яиц с именем у нас привезли к нам сюда по благословению Алексея II. На этой доске ученики первой школы писали вплоть до 31 августа 2004 года. На ней до сих пор хранится поздравление с последним первым звонком 11 В-классу. Написала его на тогда еще целой доске, буквально за сутки до трагедии, 12-летняя Вера Гуриева. В тот день, 1 сентября, она должна была выступать на линейке, поэтому свое парадное платье оставила в одном из кабинетов. Насквозь прошитое осколками платье 12-летней Веры Гуриевой теперь тоже здесь, в музее памяти. Бесланская трагедия стала страшным ударом для всего мира. Письма соболезнования в маленький северо-осетинский городок сыпались с разных стран. Передовые западные клиники лечили спасенных детей. Акт терроризма, организованный бандитами Басаева, осудили абсолютно все. Этот захват стал последним гвоздем в крышку гроба и его банды, и его самого, и кровавой Ичкерии, идею которой он нес до самой своей гибели в 2006 году. Бесланом Басаев лишь укрепил уверенность своих бывших соратников в том, что его курс был неправильным, бесчеловечным, а верно лишь наследие Ахмата Хаджи Кадырова. Слишком уж высокая цена была уплачена за новую, спокойную жизнь. Знаете, честно говорю, когда плачут матери, когда погибают детишки, когда вот эта война и горе, это страшно. Сергей Павленко, член Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», награжден медалью за отвагу, медалью за отличие в воинской службе 2-й степени, медалью за отличие в воинской службе 1-й, 2-й, 3-й степени, медалью за участие в контртеррористической операции, член Общественной палаты Свердловской области. Это очевидное зло. И человек, который нашел себе мужество, он мог разными путями идти, да, например, но нашел себе в мужество прекратить все это. Как уже мы говорили, на него было около 7 покушений, и это не свернуло его с пути. Он продолжал идти. В
память об Ахмате Кадырове начали проводить множество встреч, круглых столов. Построили мемориальный комплекс в самом центре Грозного. Несколько спортивных клубов сменили название на Ахмат. В Чечню стали регулярно приезжать общественники и ветераны со всей России. Неизменной во все времена осталась работа с молодежью. Сегодня в республике действуют патриотические организации, проводятся уроки памяти, экскурсии в военные музеи. Особое внимание уделяют вопросам профилактики экстремизма и терроризма. У каждого, скажем, в чеченской семье кто-то погиб. Ислам Сайдаев, помощник председателя Общественной палаты Чеченской Республики, политолог, эксперт по вопросам профилактики экстремизма и терроризма. Так или иначе, или он участвовал, может быть, в боевых действиях, может, он просто был мирным человеком, но все пострадали, все. И в Чечне пострадали, в России пострадали, наверное, очень много людей, которые, как бы, или родственники, или братья, или члены семьи стали жертвами вот этих совершенно никому не нужных войн. Активно занимаются в республике и перевоспитанием проштрафившейся молодежи. Общественники честно говорят, возможно, их методы не самые законные, зато очень эффективные. И часто наши ребята, молодежь выезжает и начинают там, совершать какие-то, не знаю, там, вести себя по-хулигански, не тактично в отношении с другими людьми. Где-то, может, совершают мелкие преступления. И когда это приобретает такой массовый характер, естественно, мы, представители нашей официальной власти, общественники, которые работают за пределами республики, они это берут на контроль. Часто просто этих людей приводят домой и здесь уже ведут с ними профилактическую воспитательную работу. До сих пор в дальних уголках Чечни можно найти следы прошедшей войны. Полуразрушенные здания, прошитые пулями насквозь ворота подворий, осторожные взгляды местных. Почему не возникло желания остаться вот этим гордым народом, независимым от всех? Ведь горы есть, ресурсы есть. Значит, в первую очередь скажу вот так. Наверное, еще без помощи сильного государства строить государство всегда сложно. И я прямо скажу, например, благодаря Англии Франция стала государством. Вот когда Россия и чувствовала, что мы не готовы уйти, независимо быть государством, естественно, чеченцам не оставалось выбора, кроме как остаться с ним. А сейчас? Сейчас мы, в принципе, этот вопрос не ставим. Я надеюсь, что мы будем вместе жить.